многие люди на континенте никогда не слышали о богах, и достичь уровня титулованного считается вершиной для любого мастера. Однако существуют мастера, которые перешагнули через 100-й ранг и получили невообразимую силу. На боевом континенте есть 3 места, где боги оставили свое наследство. Первое – это духовный храм. Он является святилищем бога-ангела, но из-за высоких требований к мастеру духовный храм не имел подходящего наследника столько лет. 2 других места – это остров морского бога и город убийц. Тансан отправился на остров морского бога, чтобы пройти 9 испытаний и в итоге стать богом. Однако в это же время 2 других мастера также готовятся получить божественное положение. В будущем нас ждет эпичное сражение 3 богов – Тансана, Бибидун и Цянь-Рэнсюя. Однако, как описывается в новелле, Тансан несколько раз столкнется с ними, даже до того, как завершит 9 испытаний морского бога. И исход битвы не всегда будет положительным. Цянь-Рэнсюя была первым человеком за 20 тысяч лет, который стал богом на боевом континенте. Тансан был вторым человеком, ставшим богом. Цянь-Рэнсюя унаследовала бога-ангела, а Тансан – морского бога. Оба они являются богами 1-го класса и находятся примерно на одном уровне. Что касается Цянь-Рэнсюя, она является талантливым мастером, получившей от родителей 1-классный дух. Конфигурация ее колец тоже выглядит довольно неплохо. После унаследования божественного положения у нее будет 6 черных, 3 красных и 1 золотое кольцо. Цянь-Рэнсюя получила полный набор духовных костей, необходимый для одеяния ангела. 6 духовных костей в сочетании с духом Серафима достигают божественного уровня. Возраст костей составляет 99 999 лет. После того, как все 6 костей используются одновременно, они могут автоматически стать старше 100 тысяч лет, превратившись в одеяние бога-ангела. Цянь-Рэнсюя встретила Тансана в то время, когда он временно покинул остров морского бога. Но даже имея божественную силу, она упустила возможность победить Сана, когда тот еще не был богом. Возможно, кто-то посчитает такой поступок недальновидным. Однако, как мы помним из прошлого сражения с Тансаном, Цянь-Рэнсюя за справедливую битву и не позволяет другим вмешиваться в их бой. Бибидун последний из всех станет богом. Почему ее развитие и становление богом немного задержалось? Во-первых, у нее нет наставника, и она выполняет все необходимые условия исключительно на основе личного понимания. На боевом континенте очень важное требование для духовного мастера, чтобы прорваться и стать богом, это необходимость в проводнике. Это должен быть несравненный титулованный 99-го ранга. Своим самопожертвованием он гарантирует, что мастер успешно унаследует силу бога и его положение. У Цянь-Рэнсюя эту роль выполнял Цянь Даолю, а в случае Тансана это Бо Сайси. Бибидун пришлось все делать самой. Вторая причина – у нее очень много дел, и она часто берет на себя обязанности понтифика духовного храма, а сейчас императрицы новообразованного государства. Тансан также столкнется с Бибидун в Звездном лесу, когда она будет охотиться на 100-тысячелетних зверей, обезьяну Титана и буйвола Питона. В результате Сан спасет их от нее, но не сможет вылечить от яда. После того, как Бибидун унаследует силу бога Ракшасы, начнется эпоха, которая называется «Противостояние 3 богов». В то время Тансан будет пользоваться лишь силой морского бога, а позже сможет пробудить силу Асуры. Хотя Цянь-Рэнсюя и Бибидун не в самых лучших отношениях, но они прекрасно понимают, что им необходимо объединиться, чтобы вместе противостоять Тансану. В этот критический момент, когда война между империями в самом разгаре, только Тансан, такой же бог, как они, представляет для них реальную угрозу. Поэтому они соглашаются работать сообща, все же их противник очень силен. Получается, Сану придется сражаться сразу с 2 богами. Вы только представьте, какая невероятная битва нас ждет. Чем все это закончится, мы узнаем в самом конце. Думаю, финал нас не разочарует. Да и уже в ближайших сериях нас ждет волна сюжетных взрывов и очень интересные события. К тому же, близится годовщина выхода аниме, и я думаю, авторы придумают что-то интересное. Всем спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, ждете ли вы сражения 3 богов в финале. Подписывайтесь на канал и всем пока.